Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду собирать и смотреть, что внутри этой коробочки. А это советский штурмовик Су-25. Это довольно легендарная машина, так что давайте смотреть, как она будет выглядеть в 144 масштабе. Передо мной коробка новинки. Это советский штурмовик Су-25 в 144 масштабе в серии «История на ладони». И я собирала такую модель, правда, в более большом 48 масштабе. И видео о сборке и покраске вы можете видеть на моем канале Dasha Models. А эта модель довольно проста. Она собирается без клея. И она сделана по лицензии Объединенной авиастроительной компании. И, соответственно, это гарантирует нам качество и похожесть модели на свой прототип. На обратной стороне показана собранная модель, и здесь даже есть декали в наборе, что довольно редко для такого масштаба. И также представлены другие модели из этой серии. Бронетехника, она, правда, в 100 масштабе, в отличие от авиатехники, которая представлена в 144 масштабе. Здесь и советский Ми, и американский Апачи. Давайте смотреть, что внутри коробки. А купить такие боевые самолеты можно в магазине «Модельная лавка». Там также я и нашла и краски для окраски этого штурмовика. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поможете развитию моего канала. А внутри коробки рамочки с деталями. Их две. Одна рамочка с подставкой, которая сделана в черном цвете. И, в принципе, ее даже не обязательно красить. Инструкция. В инструкции всего лишь 3 шага. И это довольно быстро обещает нам быть. И также здесь есть наборная декаль. И при желании мы можем составить любой бортовой номер нашего летательного аппарата. И прозрачная деталь в виде фонаря нашего самолета. Давайте приступать к сборке. Для сборки нам понадобятся бокорезы и такая пилочка-надфиль. И первым шагом мы будем соединять части фюзеляжа нашего самолета. И начнем с рабочего места пилота. Так что это детали А7, А18. Ищем их на рамочке. Все довольно просто. Они идут по порядку детали. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша 7-я деталь кресла. С помощью бокорезов это кресло мы отделяем. Аккуратно, желательно не повредить деталь. Так. Теперь эту деталь необходимо подровнять, убрать лишние остатки от рамочки, потому что идеально отрезать все-таки получается довольно редко. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. И переходим к следующей детали, номер 18. Так, 17. Она здесь. Вот мы видим числовое обозначение на рамочке, которое соответствует номеру этой детали. И также ее обрабатываем, эту деталь, от остатков пеньков рамочки. И я решила подготовить сразу все детали для первого шага. И теперь я буду отрезать самую большую и значимую деталь. Это деталь А5 под цифрой 5, соответственно. И при помощи также бокорезов, аккуратно прислоняя их плоской стороной к детали, стараюсь отрезать. Здесь вот не очень будет аккуратно. Тоже здесь довольно тонкий пластик и довольно ответственное соединение, что надо быть очень аккуратным, чтобы не повредить внешний вид самолета. Так, и теперь я также буду убирать заусенцы. Сначала грубые я уберу при помощи бокорезов.
И опять при помощи надфиля буду аккуратно выравнивать поверхность. И теперь можно приступить к соединению деталей. И начнем по порядку снизу. Вставляем кокпит. Ориентируем так же, как на схеме. Так, вставили. Тут, видите, есть отверстие. И мы должны сопоставить отверстие со штырьком. И теперь вот это другое внутреннее отверстие вставляем в сиденье пилота. Так, соединилось. Вставляем внутреннее крыло. Также ориентируем, как на схеме, штырьками. Получается вниз. И попадаем вот в эти отверстия. И теперь ставим верхнюю деталь, соответственно, наверх. Теперь аккуратно все защелкиваем. Щелк-щелк. Так, стараемся не оставлять щелей. Так, и приклеиваем заднюю часть. Не приклеиваем, а состыковываем. Соответственно, здесь штырьки, здесь отверстия. Сопоставляем, нажимаем. Вот так. И уже практически самолет готов. Следующим шагом необходимо будет поставить вооружение. Соответственно, в соответствии со схемой отделить детали от литничков и поставить. Но я этот шаг пропущу, так как каждая бомбочка и ракеты и топливные баки, они имеют свой цвет окраски, и, соответственно, клеить их сразу будет нецелесообразно ввиду сложности покрасочных работ. Но здесь необходимо приклеить киль, поставить на свое место. Перевернем самолет в эту щель, сопоставляем детали и вставляем. Я так понимаю, должно быть небольшое усилие. Вот так. Третий шаг предполагает нам варианты сборки, соответственно, с открытым и закрытым шасси. Я поставлю заглушки, так как хочу сделать его в полете. 11 встает сюда. Также сопоставляем отверстие со штырьками. И прилагаем немножко усилий. Теперь я немножко подшлифую наждачкой место соединения двух половинок фюзеляжа, чтобы самолет выглядел одной единой обтекаемой фигурой. И теперь самолет можно поставить на подставку. А после покраски я приклею на него и фонарь, и вооружение, и также декали. И вот такой самолет у меня получился. Настоящая история на ладони. После сборки модели я помыла модель в мыльной воде, высушила и загрунтовала ее аэрозольным грунтом от звезды. И потом я окрасила нижние поверхности самолета в светло-серый цвет. Я буду окрашивать самолет в цвета, в которых штурмовики работали в небе над Сирией. Ну а после того, как нижние плоскости высохли, я нанесу на них маски при помощи модельного скотча. А для упрощения работы я поделю самолет как бы на две детали. Хоть это будет и не совсем точно, но зато просто. 30 сентября 2015 года Россия начала воздушную операцию в Сирии. Это была первая широкомасштабная военная кампания за пределами границ бывшего СССР со времен войны в Афганистане. 26 августа 2015 года между Россией и Сирией было заключено соглашение о размещении на территории Сирийской Арабской Республики на безвозмездной основе и на бессрочный период авиационной группы вооруженных сил Российской Федерации. Задаю модель в темно-синий цвет. Я долго мешала этот оттенок, и вроде бы получился он таким, каким надо. Но больше в серый оттенок отдает, конечно. И мне надо поработать над вооружением. На Су-25 оно очень разнообразно. И, кстати, 2 года назад я строила модель Су-25 в большом 48-м масштабе. И в видео о его постройке можно более подробно и наглядно ознакомиться с его вооружением и агрегатами. Я предварительно из аэрографа окрасила подвесное вооружение в нужные цвета, и сейчас я займусь окраской точек подвески. Они вылиты в одну деталь с вооружением. Без клея на защелках я фиксирую навесное вооружение на крылья штурмовика.
На аэродроме Хмеймим в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики была развернута смешанная авиационная группа, смешанный авиационный полк особого назначения, военно-воздушных сил и воздушно-космических сил Российской Федерации. В составе многофункциональных самолетов-истребителей Су-30СМ, 4 фронтовых бомбардировщиков Су-34, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 12 самолетов-штурмовиков Су-25СМ и Су-25УБ, самолета радиоэлектронной разведки Ил-20М1, 12 ударных вертолетов Ми-24П и 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Переброска авиатехники осуществлялась посредством самостоятельного перелета через территорию Ирана и Ирака. Вручную окрашу элементы киля в насыщенный зеленый цвет и пройдусь номинальной черной смывкой по фюзеляжу самолета. Сама модель у меня получилась чересчур темной, и все-таки для такого масштаба надо выбирать более светлые оттенки базовой краски. Штурмовая эскадрилья авиагруппы включала 10 Су-25СМ и 2 Су-25УБ в составе 960-го штурмового авиационного полка, 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии, 4-й армии военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Приморско-Ахтарске. И также я нанесу декали с бортовым номером. Это будет красная 30-ка. И да, такой борт действительно летал в небе над Сирией. И вот такой штурмовик у меня получился. И эта машина у меня в таком сером камуфляже. Именно такие машины базируются на аэродроме в Сирии. И он у меня в коллекции не одинок, в точно таком же масштабе. У меня есть советский тоже самолет-истребитель, и это МиГ. И он довольно редкий, так как это фирма Академия. Так что звезда Академии, можете сравнить. И вот такое видео у меня получилось. И надеюсь, вам было интересно и полезно посмотреть его. До новых встреч. Пока-пока.